Занимаясь спелеологией, эта пара случайно обнаружила скрытую пещеру в реке. Фотографии, сделанные во время этой экспедиции, потрясли бы весь интернет. «Я никогда не видела ничего подобного», – прошептала Роял, широко раскрыв глаза от удивления, когда она смотрела на светло-зеленую реку. «Я тоже», – ответил Джеймс, и его голос эхом разнесся по замкнутому пространству. Он лихорадочно соображал, пытаясь осмыслить последние 10 минут. Сначала он был со своей невестой Роял и их пещерным гидом Айвеном. Однако в мгновение ока он оказался в незнакомой части пещеры вместе с Роялом, который был так же ошеломлен, как и он. Пара решила совершить последнее приключение перед свадьбой, что-то запоминающееся, но не слишком экстремальное. С подросткового возраста их объединяла страсть к захватывающим открытиям, особенно в области спелеологии. Они выбрали пещеры, расположенные в бархатных горах Хорватии, из-за их уникальной красоты и относительно безопасной местности. Чтобы добавить остроты ощущений и безопасности, они также наняли опытного местного исследователя Ивана Сусанджару в качестве гида по пещерам. Как бы им ни нравилось волнение, которое дарило им опасность неизвестности, они действительно не хотели испытывать судьбу до свадьбы. Иван заверил их своим присутствием и руководством, что их небольшое путешествие в пещеру станет фантастическим опытом. Они поверили ему, поверили на слово и отбросили всякую осторожность. Однако буквально через несколько минут после их прибытия все приняло неожиданный оборот. То, что началось как невинное погружение в, казалось бы, мелководье, обернулось катастрофой. Роял и Джеймс направились к неизведанному проходу в глубине пещеры, случайно отделившись от Айвена. Но вскоре они оказались в новом замкнутом пространстве, и их внимание привлекла кристально чистая река, протекающая через него. Но становилось все темнее и темнее, и пара начала бояться. Они сразу же вылезли из воды и огляделись по сторонам. Окружение. Их сердца бились в унисон. Они были одни в незнакомой части пещеры, без проводника и даже без достаточного освещения. Холодными, потными руками они искали в своей сумке фонарик. Роял быстро схватил свой и посветил им вокруг. Мир вокруг них был непроглядно черным, даже при свете фонарика. В тот момент пара хотела только одного – найти выход. Поэтому они углубились в эту часть пещеры, зовя Ивана и моля небеса, чтобы его голос отозвался эхом. Когда они углубились в пещеру, звук капающей воды эхом отразился от стен, а воздух наполнился запахом влажной земли. Страх и тревога вцепились в них как паразиты, еще больше усиливая беспокойство. Они шли, пока не достигли того, что выглядело как конец пещеры. Это было круглое замкнутое пространство, выложенное огромными камнями, которые поднимались вверх, образуя подобие амфитеатра, и вели к невидимой тропинке на другой стороне. В центре была река, такая безмятежная и зеркальная, что казалась потусторонней. В отличие от канала с сильным течением, который привел их сюда, этот казался спокойным и неподвижной водой. Он также обладал еще одной поразительной деталью. Когда они осветили реку своим фонарем, сквозь воду, казалось, просвечивала черная линия. Роял и Джеймс смотрели на это, озадаченные и испуганные, но как раз в тот момент, когда они пытались разобраться в этом явлении, появился Иван. Его фонарик осветил пещеру еще больше. Он вздохнул с облегчением, увидев, что пара цела и невредима. «Простите, я не ожидал, что течение будет таким сильным.
Он извинился, сокращая расстояние между ними. Роял просиял, присутствие Ивана рассеяло первоначальную атмосферу страха вокруг них, наполнив их растущим чувством комфорта и неловкости. Это была его территория, так что он был в лучшем положении, чтобы отвести их в безопасное место. По крайней мере, они так думали. После прибытия Ивана их передышка длилась не более минуты, и все благодаря тревожному выражению его лица. «Боюсь, мы забрели в неизведанную часть пещеры», — сказал он, широко раскрыв глаза и уставившись на ту же черную линию в воде. Он объяснил, что нашел их по чистой случайности. Их крики о помощи были слышны только эхом в дикой темноте. Он не слышал их, и это лишило его шанса найти их. Только когда он увидел отблеск их фонарика, он смог добраться до них. Однако теперь, когда он стоял в этой пещере вместе с этой парой, он не знал, что делать. Он заблудился в панике, пытаясь найти их. Как они могли вернуться в более знакомую ему местность? Ответ на эти вопросы ускользал от него. Размышляя о том, что делать, Иван выхватил фотоаппарат, чтобы сфотографировать пещеру. Он также сфотографировал реку с таинственной черной линией. «Я никогда не видел ничего подобного», — выдохнул Иван, вглядевшись в реку повнимательнее. Он попытался вызвать по рации подкрепление, но не удивился, когда его попытки не увенчались успехом. Протокол требовал, чтобы он, как пещерный гид, ставил своих клиентов на первое место. Тем не менее, ему пришлось подавить желание исследовать незнакомую местность в исследовательских и документальных целях, чтобы сосредоточиться исключительно на спасении Джеймса и Рояла. Поэтому Иван пошел на рискованный шаг. Он попросил пару оставаться на месте, пока он не вернется по своим следам, чтобы сориентироваться и найти более знакомый путь. Это было рискованно, даже неразумно, но это увеличивало их шансы добраться до безопасного места. Поэтому он оставил высокочастотную рацию у Джеймса и исчез. Супруги обменялись встревоженными взглядами, их фонарики мигали друг другу, пока они наблюдали за происходящим по обе стороны реки. Пока они были в безопасности, но надолго ли? У них не было чувства направления, не говоря уже о том, что они только что наткнулись на что-то чрезвычайно жуткое. У пары были общие опасения, и они только усугубились, когда всего через несколько минут произошла катастрофа. Как и Джеймс, Роял не сводила глаз с реки. Ее взгляд впитывал таинственность черной линии, но когда она сделала шаг вперед, нога подвела ее, поскользнувшись на мокром камне. Она отчаянно замахала руками, но не смогла удержать равновесие. Время, казалось, замедлилось, когда она упала, и ее крик эхом отразился от каменных стен. Все произошло за секунду. Удар ледяной воды был для Роял как пощечина, но инстинкты сработали, и она начала молотить руками по воде. Роял была отличной пловчихой. В обычный день она без особых усилий выпуталась бы из такой передряги. Однако на этот раз удача была не на ее стороне. Вес сумки и какая-то необъяснимая сила в воде действовали против нее, делая ее беспомощной. У Роял защипало в глазах, а легкие горели от нехватки воздуха. В этой суматохе она увидела обезумевшее лицо Джеймса, его расширенные от ужаса глаза, когда он бросил фонарик и сумку, чтобы нырнуть в воду. Пока Роял барахтался в воде, ее взгляд уловил что-то непонятное в черной линии. В этот момент паника рассеялась, как разрушенное заклинание, а следом за ней появилось тревожное любопытство. Поэтому Роял сдалась, бросила свою тяжелую сумку и поплыла к черной линии.
Джеймс, не подозревая о ее неизвестных намерениях, нырнул в реку и попытался схватить ее. Протянутая рука Джеймса была всего в нескольких дюймах от нее, но с таким же успехом могла быть и в миле от нее. К тому же было похоже, что Роял даже не пыталась спастись, и это его удивило. Роял скользнула в черную расщелину, оставив своего жениха хвататься только за последние пузырьки, которые срывались с ее губ. Когда у Джеймса закончился воздух, он быстро выплыл на поверхность и издал крик боли и разочарования. Затем он схватил свой фонарик, прежде чем сделать еще несколько жадных глотков воздуха и нырнуть обратно в реку. Однако он направился к черной линии и приготовился к худшему. Всего за это короткое мгновение Джеймс понял, что сожалеет обо всей затее. Они должны были пожениться через 2 месяца. Но кто бы мог подумать, что все так обернется? Кроме того, оказалось, что Роял намеренно переступила черту дозволенного. Почему это было так? Этот вопрос не давал ему покоя, но мысли о предстоящей свадьбе поддерживали его. Когда он приблизился к тому, что, как он думал, было черной пустотой, он понял, что это похоже на какой-то туннель, ведущий только в одном направлении. В конце похожего на туннель бассейна Джеймс выбрался на берег нового, похожего на пещеру пространства, и глотнул воздуха. Воздух был спертым, а темнота почти осязаемой. Но тут он увидел Рояла. Она согнулась пополам и сильно закашлялась, выталкивая воду из легких. Сердце Джеймса подпрыгнуло от облегчения. Она была жива. Он бросился к ней и помог подняться на ноги. «Зачем ты это сделала?» — спросил он, имея в виду ее последнюю попытку проникнуть в подозрительный черный проем. Это было опасно. Роял склонила голову, принимая его упрек. «Простите, мне показалось, я что-то увидела. Оказывается, это еще одна пещера». Пара осмотрела окрестности. На самом деле, они случайно нашли еще одну пещеру в реке. Тусклый свет в пещере отбрасывал жутковатые тени на стены, но, к счастью, фонарик Джеймса оказался кстати. Какое-то время они просто стояли там, крепко обняв друг друга. Единственным звуком было прерывистое дыхание Рояла и слабое эхо капающей воды где-то вдалеке. Глаза Джеймса медленно привыкли к тусклому освещению, и он начал осматриваться. Пещера была огромной, с высокими стенами, которые исчезали в темноте наверху. «Просто великолепно!» – пробормотал Джеймс сквозь стиснутые зубы. Его сарказм был похож на жидкий яд. Их. Они наткнулись на еще одну неизведанную часть пещеры, или скорее на скрытую пещеру в реке. Роял и Джеймс обменялись нерешительными взглядами, взвешивая варианты. Они разрывались между желанием исследовать пещеру еще немного или вернуться на поверхность, чтобы встретиться с Иваном, который определенно был бы в шоке, если бы не нашел их. В конце концов, любопытство взяло верх, и они осторожно углубились в пещеру. Тишина была гнетущей, но они продолжали идти, пока их глаза привыкали к полумраку. Завернув за угол, они увидели необычное зрелище. Слабый зеленый свет, исходивший из одной из камер пещеры. Роял и ее жених остановились на минуту и обменялись любопытными, но нерешительными взглядами. Инстинкты подсказывали им, что они забрели достаточно далеко, но любопытство не позволяло им сразу отступить. И они, спотыкаясь, направились к сияющему свету, не слыша ничего, кроме биения своих сердец в груди при каждом шаге. Когда они оказались на пороге нового помещения,
то были ошеломлены до глубины души. Внутри помещения с потолка свисало море сияющего света. Переливающийся узор создавал теплое свечение вокруг. Джеймс направил на него луч фонарика и ахнул от того, что увидел. По-видимому, это прекрасное освещение было вызвано светлячками, стайкой насекомых, которые освещали комнату своим светящимся организмом. Они светились, не обращая внимания на свечение фонарика в присутствии пары. Джеймс и Роял застыли в благоговейном страхе, на мгновение забыв об усталости и страхе. Они никогда раньше не видели ничего подобного. Строй казался почти потусторонним. Роял протянула руку, поколебалась мгновение, прежде чем осторожно дотронуться до одного из жуков на стене. Он был прохладным на ощупь и, казалось, излучал неуловимую энергию. Однако ее небольшое вмешательство никак не повлияло на его сияние. После нескольких мгновений изумления Роял и Джеймс неохотно оторвались от кристаллического образования и начали пробираться обратно к туннелю и поверхности. К счастью, они прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть Ивана, который радостно бежал им навстречу. «Мне удалось найти выход из пещеры», — воскликнул он, сияя от облегчения. Но Роял и Джеймс были не менее взволнованы, поэтому рассказали ему о своем новом открытии под рекой и убедили Айвена проверить его. Несмотря на то, что спелеолог был в восторге, он больше всего на свете хотел доставить своих клиентов в безопасное место. Поэтому вывел пару из пещеры, положив конец их предсвадебным исследованиям. Однако на этом их прекрасное путешествие по Хорватским горам не закончилось. 3 дня спустя пара получила интригующие новости от Ивана. После того, как Иван благополучно вывел их из пещеры, он доложил о случившемся своему начальству, и вскоре они отправились в небольшую экспедицию к неизведанным комнатам в пещере. Сначала команда изо всех сил пыталась найти неисследованную камеру, в которую пара случайно попала в первый раз. Им потребовалось 3 дня тщательных поисков, но в конце концов они нашли то место на реке, где находился вход в потайную пещеру. Когда вход наконец был найден, команда приготовилась исследовать таинственную пещеру. Иван, будучи ведущим гидом, первым нырнул в черную полосу в реке. Как они и сказали, он увидел, что комната заполнена множеством ослепительных светлячков. Их неземной свет придавал пещере потустороннее сияние. Но это было не единственное, что было спрятано в пещере. Внутри он наткнулся на еще более жуткое открытие. В укромном уголке пещеры были спрятаны останки скелета. Мрачное сооружение было врезано в стену, а его силуэт подчеркивали светлячки. Команда быстро обследовала местность и сделала снимки. Рядом с телом лежал заплесневелый рюкзак, а в нем бумажник с удостоверением личности. После непродолжительного расследования команда обнаружила, что тело принадлежало туристке по имени Нимфа, которая пропала без вести 3 года назад. Подробности, связанные с ее смертью и походом в скрытую пещеру, остались неизвестными, но спелеологи пришли к выводу, что она, возможно, зашла слишком глубоко в пещеру, в зону, где было мало кислорода. Роял и Джеймс были мрачны, когда восприняли эту новость. Они не могли не подумать о семье Нимфы и ее близких, которые так долго искали ее. Это открытие принесло чувство завершенности, но также и оттенок грусти. Процесс Иван тоже был явно потрясен. Серьезность ситуации охладила его необычный энтузиазм. Хотя его команда и была опечалена новым открытием, она почувствовала облегчение,
зная, что наконец-то может упокоиться с миром. Иван тщательно задокументировал место происшествия и поддержал рейнджеров и спасательную команду, которые проголосовали за закрытие пещеры. Несмотря на то, что она обладала утонченной красотой, она также была загадкой и представляла опасность для потенциальных спелеологов, которые могли попасть в ловушку, как нимфа. После публикации Иван отправил фотографии, сделанные им в пещере. Затем, позже в тот же день, он опубликовал более интересные фотографии скрытой пещеры, за исключением места упокоения нимфы. На следующий день Роял и Джеймс выложили фотографии на Facebook, сопроводив их кратким отчетом о событиях, шокировавшим весь интернет. Реакция была незамедлительной и ошеломляющей. Пользователи сети были шокированы и очарованы этим открытием. И многие выразили свои соболезнования семье нимфы. Семья. Когда новость распространилась по интернету со скоростью лесного пожара, Роял и Джеймс были засыпаны шквалом сообщений и комментариев, одни из которых были положительными, а другие – недоверчивыми. Один из комментаторов написал, что если это правда, то зачем размещать это в интернете? Это место чьего-то упокоения. Другой добавил, почему спелеологи вообще позволяют себе такое? Не хочу показаться грубым, но некоторые люди сами напрашивались на это. Публикация пары в Facebook вызвала бурю эмоций. Вскоре эта история попала в заголовки нескольких новостных агентств и аккаунтов в социальных сетях. Во всех этих разделах были как положительные, так и отрицательные комментарии. Но среди всего этого хаоса Роял нашла утешение в осознании того, что история нимфы наконец-то рассказана. Хотя этого было немного, они надеялись, что ее семья обретет хоть какой-то покой и умиротворенность, зная, что она найдена и что память о ней будет жить вечно. Когда они сидели в своем гостиничном номере, просматривая комментарии и сообщения, Роял с улыбкой повернулся к Джеймсу. «Знаешь, несмотря ни на что, эта поездка была приключением всей жизни». Джеймс кивнул в знак согласия. Его глаза сияли смесью грусти и удивления. Их пост успел охватить более 400 тысяч пользователей Facebook, прежде чем они в конце концов удалили его, не желая и дальше втягивать имя нимфы в скандал, несмотря ни на что. Роял и Джеймс испытывали чувство благодарности за этот опыт. В Хорватии они раскрыли тайну, сплотили семью и по-новому оценили красоту и опасность мира природы. Их предсвадебное знакомство превратилось в ценное воспоминание, которое послужит стимулом для дальнейших исследований. Какая захватывающая история! Как вы думаете, что случилось с нимфой в той пещере? Согласны ли вы с тем, что пара выложила эту историю в интернет? Дайте нам знать в комментариях ниже.